Всем привет, господа нажиманы! Герой сегодняшнего обзора — нож от компании Free Tiger, хотя я думаю, что это не компания, а не более чем надпись на коробочке и на клинке ножа, потому что встречается этот нож под различными брендами на AliExpress под индексом FT904. Я тут, кстати, залез недавно на сайт Широгорова, не помню, что там посмотреть не надо было, и вижу нож, который называется Russian Hokkaido. Любит он так вот Russian Hokkaido, Russian Flipping Tanto, и думаю, да это же Free Tiger FT904. Думаю, вот сережка, опять взялся за старое. В общем, сегодня смотрим на такой мощный тактической направленности нож для жестокого, особо жестокого разделывания особо упертой колбасы, с которого вдохновлялся господин Широгоров при создании своего Russian Hokkaido. А начнем мы на него смотреть по традиции с рукояти. Рукоять здесь простая, накладки из G10, накладки закрывают стальные лайнеры. Стальные лайнеры разделены бэкспейсером из G10. Все это смотрится довольно симпатично и довольно качественно. Симпатично смотрится благодаря оранжевому бэкспейсеру, который сделан в тон, так удачно перекликается с анодированным колечком под осевой втулкой, а качественно, потому что это действительно все качественно обработано. Да, это, кстати, сделано именно что осевая втулка, потому что с другой стороны она имеет человеческий винт под торкс, и именно если что он как раз таки крутится, а вот эта часть не вращается, потому что на втулке сделана фаска. Точно такая же фаска есть в ответном лайнере, поэтому втулку в другое положение, кроме вот как в такое, этой прорезью поставить нельзя. G10 очень хорошо зашлифован, причем зашлифован так, с еле-еле чувствительной текстурой на плашках, а вот на бэкспейсере он зашлифован в абсолютную гладь. На бэкспейсере и есть насечка, и разделяет он, друзья, довольно толстые лайнеры. 2 мм толщина каждого. И при этом, хотя баланс находится вот здесь, где-то в подпальцовой выемке, при этом лайнеры не облегчены. Поэтому вес этого ножа ни много ни мало 164 грамма. При длине клинка 88 мм от кончика до рукояти и общей длине ножа 208 мм. Один из лайнеров, понятное дело, у нас является замком. И вот замок — это единственное, наверное, что мне не очень понравилось в качестве изготовления этого ножа. Я надеюсь, сейчас видно, как он сделан. Он упирается в пету только вот одним своим внутренним, вот сейчас хорошо видно, внутренним ребром. В остальном качеству у меня никаких претензий нет, все хорошо обработано, все хорошо зашлифовано. Вот здесь вот в месте приложения большого пальца сняты фаски, эти же фаски сняты на плавничке. Единственное, что вот здесь вот остались такие не острые, но чувствительные грани. Когда ты сжимаешь, кстати, весьма удобную рукоять в ладони, ты все равно их чувствуешь, как вот с костлявой барышней. Это, пожалуй, единственный минус у рукояти. В остальном она очень удачно в любых хватах пальцы тут находят свое удобное место. Так бы еще в небольшой минус занес бы клипсу. Клипса здесь односторонняя, она никуда не переставляется, она жестковата. И у нее очень небольшой подъем кончика. Поэтому засадить этот нож на карман удается не с первого раза, даже двумя руками, но зато он там надежно держится, это раз. А два, клипса с таким маленьким подъемом не ощущается практически, когда ты сжимаешь нож в руке. Клипса, по моим ощущениям, подполирована, но, знаете, поверх такого мелкого стоунвоша. А вот на самом клинке, а вернее на его голоменях, стоунвош ярко выражен. На голоменях стоунвош, на фальш-лезвии и на спусках мясистого внушительного клинка это поперечный сатин. Клинок, друзья, действительно тут очень мощный и сделан по заверению китайцев из стали D2. Но учитывая, сколько тут этого клинка, 3,7 мм толщиной, и стоимость ножа 17 с копейками долларов, меня опять терзают смутные сомнения. Все это ножевое мясо выстреливает из рукояти как пушка, падает под своим весом, потому что клинок двигается между двух стальных подшипников в пластиковой обойме, и потому что он нелегкий. Бо мясистый, 3,7 мм, друзья, вот такого клинка, сведенного в 0,7 по всей длине основной и в 0,8 мм на вот этом
ярко выраженном кончике спанта. Ну и сами понимаете, во что это в итоге выливается. Тут, как говорится, господа нажиманы, без комментариев. Можно относительно, что называется, резать, можно строгать, можно крушить, можно ломать. Я, в принципе, ничего не имею против подшипников. Я считаю, что так же тяжко свернуть голову ножу на подшипниках, как и на шайбах. Но я понимаю, что отдельные нажиманы предпочли бы его видеть на шайбах, и тогда это было бы прям боевой ломище. Ну а так имеем то, что имеем. На этом у меня все. Всем удачи, оставайтесь на канале. Всем пока.